стоит ли покупать, может, зашарпанный, поцарапанный. Мне показалось это прикольным. Продавец обманул. Она сделана из качественных материалов. Не звучит. На какой-то ящик натянули леску. Посмотрел несколько концертов Эда Ширана. Ну, кроме, конечно, тех минусов, которые я уже потом еще обнаружил. Если вы мужчина, это очень хороший звук. Конечно, прикольный момент один. Такие перламутровые барашки. Плюс 10% к вашему удачному выступлению гитарного абьюзера. Дает динамику. Одна нота перебивает другую. Просто подключиться к пульту и смотрит мои обзоры. Кое-что звенело. Там тоже была история интересная. Как бы вы себя не уговаривали. Скота. Я бы порекомендовал этого продавца, но... Всем привет! С вами Алекс Урсус. Накладывайте себе полную тарелку фуагра и трюфелей, наливайте какое-нибудь итальянское вино 60-х годов, а я вам расскажу о том, стоит ли покупать старую японскую гитару. Дело в том, что у меня есть опыт владения такими гитарами. Всего в жизни у меня их было две. Одна до сих пор, как вы видите, со мной. Первую гитару я купил 3 года назад. Это была гитара S-Yairi YM16 NAT. Ее я купил на одном сильно раскрученном и жутко разрекламированном русском сайте, который специализируется на продажах старых и в том числе винтажных японских инструментов. И после недели ожидания мне пришла долгожданная смс-ка, в которой прям так и было написано: Александр, вам пришла ваша гитара, и она вас ожидает в транспортной компании. И я пришел в транспортную компанию, ее распаковал для проверки. Немножко, правда, расстроился, мне она показалась слишком уж зашарпанной, поцарапанной. Но я посмотрел, так она ровненькая, и ладно, и забрал ее. Дома я ее настроил, взял аккорд и просто обалдел. Мне показалось, что я играю на какой-то старой гитаре Мартина или около того что-то. Именно винтажный звук, потому что у нее был именно такой старый, знаете, сухой такой, круглый, такой резкий, звонкий. Ну, короче, гитара мне понравилась. Расскажу вам про плюсы и минусы сразу. В общем, первый плюс — это ее действительно качественный, дорогой звук. А второй плюс — гитара Yairi YM16N. Она сделана из качественных материалов, действительно хороших, стоящих материалов. Да, это не массив, но это и не обычная фанера, это какая-то особая ихняя прессованная фанера японская, которая может выдавать звук действительно близкий к хорошему массиву. Внутри, если посмотреть, там хорошо сделаны пружины, они именно заточены, отточены, все как надо. Я даже не буду рассказывать, вы сходите да посмотрите, как эта гитара сделана. Вот, у нее дорогие материалы, это не какой-то там НАТО, например, гриф сделан, а там действительно из какого-то хорошего темного дерева такого, красное темное дерево. Накладка там хороший красный палисандр, классный лак на ней сделан, именно винтажный, желтый, как вот на старых Мартинах или на дорогих современных Мартинах. Вот такой желтый классный лак, то есть на ней прям вот кайфуешь, когда ее берешь, когда играешь на ней. Переходим к минусам. Эта гитара совершенно не звучит. В том случае, если на ней стоят струны старше недели. На эту гитару, на Yairi, нужно ставить именно хорошие, звонкие струны, без какого-либо покрытия, желательно фосфорная бронза. Те струны, которые именно способны выдавать низкие частоты. Вот, тогда эта гитара будет звучать здорово, классно, но как только ваши струны подсядут, даже дорогие, она перестанет звучать совершенно. Такое ощущение, как будто на какой-то ящик натянули леску. Вот такой звук будет у нее. То есть она требует все время обновления струн, прям постоянное. И также всеми любимые эликсиры ставить на нее тоже не получится, потому что гитара звучать на них не будет. То есть там нужны именно вот открытые струны, то есть без какого-либо покрытия. Вот это ее минус. Второй минус. То, что гитара, хотя она 2008 года, но она довольно старая. И лады на ней были стерты очень сильно. Там порядка 0,4 мм было на ней. Вот. Накладка была немножечко закрученная.
То есть это все можно было выровнять, но вы сами представляете, это 15 тысяч нужно было вложить в гитару, которая стоит там 17-18 тысяч. Ну, абсурд, конечно. Вот, этого делать не хочется, конечно, совершенно. Третий минус. На ней были уже изношенные, сильно изношенные колки. Да, это были колки хорошей фирмы, хорошего качества, но они были сильно изношенные. Мне пришлось ставить Вилкинсона, я их купил за 3500 золоченые, потому что белые не подходили. Вот, открытого типа. Она классно смотрелась. На нее, кстати, есть обзор, вы можете перейти, посмотреть, там я все об этой гитаре рассказываю. Ну, кроме, конечно, тех минусов, которые я уже потом еще обнаружил. Четвертый минус. Такая гитара трехчетвертная, играть на ней было совершенно неудобно. Я эту гитару купил, потому что я посмотрел несколько концертов Эда Ширана, это было там 3 года назад. Он играл на маленьком таком Мартине, мне показалось это прикольным. То, что гитару действительно можно взять с собой куда-то. Даже дома сидеть на диване, на ней играть намного удобнее и практичнее. А на концерте меньше вероятности что-то задеть. Действительно, это удобно. Но я это тоже отнесу к минусам, потому что это неудобно с точки зрения пользователя. Если вы мужчина с руками средними или больше, то ваши пальцы будут путаться. Как вы ни тренировались бы, что бы вы ни делали, вам будет играть на ней неудобно. Всегда берите гитары полноразмерные, нормальной мензуры. Это либо 637, там 9, по-моему, до 650. Вот. Вот это вот минус гитары Ири. То есть она подойдет либо для мелкой женщины, либо для ребенка. Следующая японская гитара, которую я себе купил, кстати, на том же сайте, это Takamine PT400. Эта гитара полностью махагоновая, у нее верхняя дека это массив махагона, в основном она сделана из фанеры махагона, палисандровая накладка бридж, колки Готах, хорошие колки. Давайте сразу расскажу вам про плюсы и минусы ее. Значит, плюсы. Это звук. Это очень хороший звук. Как я понимаю, это копия, ну или практически копия, приближенная к Гибсону. То есть сделана она и по ее конструктиву. Звук она выдает насыщенный, глубокий, также выровненный по всему диапазону. В общем, звук первый. Это очень-очень хороший, винтажный, классный звук. Он даже намного превосходит звук вот той Ири, про которую я рассказывал. За счет даже своего размера деки и мензуры. Все-таки это уже полноразмерная гитара. Второй плюс. Это материалы. Она сделана из качественных материалов. С ней был такой, конечно, прикольный момент один. На сайте указано, что это фанера, верхняя дека. А я когда играл, я чувствовал, ну не фанера это, звучит она, ну прям уж совсем хорошо. Неужели японцы и фанеру такую делают? Думал я. А когда начал изучать эту гитару на иностранных сайтах, я увидел, что везде указано, что это Solid Top. В том числе и на японских сайтах, именно такаминовских. То есть это массивная гитара, как оказалось. Купил я ее за 40 тысяч рублей с небольшим. По материалам все очень круто сделано. Ну и как я уже говорил, здесь накладка и бридж палисандр. Вся она полностью махагоновая. В общем, второй плюс это материалы. Третий плюс это колковая механика. Посмотрите, какая классная колковая механика. Видно? Вот. Такие перламутровые барашки. И из какого-то черного металла сделаны сами червячки. Механика очень плавная, держит строй. Все, что касается именно колков, это прям на ура. И в том числе это вид. Это если вы на сцену выходите, вам уже плюс 10% к вашему удачному выступлению. Это такая гитара, такие колки. Четвертый плюс это электроника. В этой гитаре, ну, я не понимаю, как они это делают, но электроника просто за пределами понимания среднестатистического гитарного абьюзера. Вот я играл на ней в залах где-то до 300 человек и на open air несколько раз. Вот. И мне всегда было ее достаточно. Она дает динамику звуку. Звук, во-первых, он округлый,
Во-вторых, членораздельно звучит все совершенно, и аккорды, и переборы. Нет того, что одна струна, одна нота перебивает другую. То есть такое тоже часто бывает. И громкость всех струн из 6 одинаковая. Например, вот на Ovation и на кое-каких других гитарах, например, 6-я струна, она всегда тише. Потому что сам элемент, он немножечко короче. Почему-то так делается. Здесь же такого нет. Здесь все струны звучат одинаково громко, одинаково по тембру даже. В общем, она может качать зал, то есть даже не нужно использовать с ней никаких усилителей. То есть достаточно просто подключиться к пульту, и будет там все нормально. То есть ее мощности достаточно будет для такого зала. Я не знаю, конечно, скорее всего, там 20-тысячный стадион вы не раскачаете с ней, там надо будет в любом случае усилитель, но я не думаю, что те люди, которые играют на 20-тысячный стадион, смотрят мои обзоры. Переходим к минусам. Так как эта гитара 2001 года, то на ней были совершенно стертые лады. Меня продавец обманул. Я попросил замерить перед покупкой. Он сказал, там 1,47, по-моему, или 1,42 миллиметра высота, прям каждого порожка, там все это все высоко, прям вообще. Я думаю, ну, замечательно, и взял эту гитару. На ней кое-что звенело, я ее отнес к мастеру. Оказалось, что нужно менять лады. Так как гитара все-таки такого уровня, и уже к тому моменту они сильно подорожали, вот, я принял решение заменить лады. Поставил сюда низельберовые. Там тоже была история интересная. Я просил мастера поставить стальные, он почему-то поставил низельберовые. Ну да ладно, низельберовые, они звучат, кстати, лучше, но не так долго ходят. Вот, и как бы вы не хотели, как бы вы себя не уговаривали, но все-таки гитара 2001 года, и накладка у нее все равно повело. То есть были какие-то ямы, было что-то в ней неровное. То есть нужно было те лады выкидывать, шлифовать и забивать новые лады. Вышло это 10 тысяч рублей еще дополнительно к цене от гитары. Косточка, она тоже была не на том уже уровне, потому что при отстройке нужно было менять косточку. Мне изготовили вот из искусственного камня. А вот эту оставили косточку. Она, видно, уже тоже была заменена до этого. Это кость крупнорогатого скота. Вот. То есть это минусы. Минусы, это я имею в виду расходы, да. То, что вы в любом случае в старый винтажный инструмент тысяч от 10 до 20 обязательно вложите. Вот. И это неизбежно. А еще, когда я купил эту гитару, она пришла с одним закисшим колком. То есть я вам сейчас вставлю это видео, вы посмотрите сами. И все здесь закоксовалось так, что ничего это не работало. Ее нельзя было отрегулировать, колок болтался. Он работал, но здесь, понимаете, система такая, которая именно подтягивает, настраивает колок. То есть ты можешь его, мягкость его настроить, чтобы не было люфта. Вот. Подтянув вот этот вот саморезик, или как он называется, винтик. Вот этот винтик. Вот. А здесь он настолько намертво прикис. Вот, я его, кстати, вот покажу здесь ближе. Вот я его счистил, и то он, видишь, какие коррозии, вот этот питинг. Вот остался глубокий. Ближе еще покажи. Вот, его крутишь, он. Давай фокус, чтобы был в фокусе. Вот, его крутишь, видишь, какие каверны остались. Это я вот шкуркой его зачистил. Я сначала думал, это косметический дефект, начал его очищать. Вот, а оказалось, что это нифига не косметический. Он так намертво прикипел, что двигаться уже не хочет. И у меня, кстати, есть подозрение, что вот здесь тоже шайбы нет. Да, его здесь нету, вот здесь шайбы. Это говорит о чем? О том, что его либо кто-то приклеивать пытался, а этот клей как-то окислил все это дело. Что скорее всего, потому что здесь что-то, возможно, разбилось. Ну, в общем, вот такие дела. Вот. А если сейчас струну ослабить, то этот колок вообще болтается. Вот. Соответственно, уже строй он так не будет держать. Ну и вообще это некрасиво. Это, конечно, минус. Но к чести продавца я скажу, что я ему, когда написал, он мне попросил его прислать, а взамен до этого прислал мне на замену уродливые, но рабочие колки. Вот. То есть он их сделал сам за свой счет, сам там у себя сделал в мастерской. Мне прислал, я его поставил, никаких проблем не было. То есть в этом плане вот этот, я бы порекомендовал этого продавца, но
но не порекомендую. Потому что это видео могут посчитать рекламным. Так что, ребята, не обижайтесь. Пишите в личку, я вам скажу, где купил. Вот. Так, из минусов. А знаете что? А минусов-то больше и нету. Давайте вот в общем, что у нас в сухом остатке остается. Когда вы покупаете старые японские или винтажные инструменты, то вы получаете классную гитару, которая по уровню будет соразмерна с Мартином Гибсоном каким-то. Потому что это, по сути, их клоны, копии. Причем сделаны из таких же классных материалов. Вы получаете классную гитару с классным звуком, получаете классный вид, серьезный классный бренд, который вам будет добавлять там к вашему сценическому успеху. А из минусов вы получите обязательно стертые лады, кривые накладки. Все это нужно будет выравнивать. В гитару нужно будет вкладывать. Возможно, заменить колки нужно будет. Какой-то ремонт сделать. Вот. То есть это расходы. Вы, когда покупаете такой инструмент, вы еще 20 тысяч прибавьте к ней. Вот у себя уже в голове подсознательно вы прибавьте к ней от 10 до 20 тысяч. Потому что вложить вам все равно придется. Но если вы, конечно, умеете сами делать, ну тогда это круто. Ну, в общем, на этом все. Покупать, не покупать винтажный инструмент, выводы вы делаете сами. Я вам лишь рассказал свой опыт. Переходите на другие видео, смотрите, там много чего интересного. Подписывайтесь, переходите на мой основной канал Алекс Урсус. Там недавно вышел такой трек, называется «Горячие сердца». Вы просто офигеете, какой он классный. Вставляйте его в свои видео, делайте шотсы с ним. Ну, спасибо всем за просмотр. Пока.